Привет всем и добро пожаловать на The Real Deal Channel, канал о вкусной еде, путешествиях и многом другом. Несколько видео назад мы вместе с вами приготовили короля стейков томагавк рибай. Ну а сегодня мы приготовим королеву стейков, вот эту пиканью. А проведем мы Food Challenge и сделаем в бразильском стиле на гриле, а также замаринуем и на шампурах пожарим на мангале. Выясним, как же все-таки вкуснее. Я также расскажу вам об этом отрубе мяса. Так что набирайте вкусняшки, наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Поехали! Пиканья считается национальным стейком в Латинской Америке, особенно в Бразилии. Ее там предпочитают и любят намного больше, чем рибай, тибон, Нью-Йорк и другие стейки. В местных чурраскариях, а именно там готовится мясо на раскаленных грилях, а потом уже разрезается официантами с больших шампуров прямо в тарелку, пиканья – это один из самых востребованных и популярных видов мяса. Давайте разберем этот отруб более детально, а потом уже пожарим и окунемся вместе в солнечную Бразилию и карнавал в Рио. Ну что ж, что такое пиканья и откуда вообще нарезается этот кусок? Во-первых, начнем с того, что пиканья – это только одно из названий, которое используется в основном в Латинской Америке. Вы также можете найти эту вырезку как ram-кеп, топ-сирлойн кеп и кулат стейк. Все это совершенно то же самое. Это вот этот прекрасный кусок мяса, покрытый толстой жировой пленкой с одной из сторон, так как вырезается он из верхней части бедра. По нежности ничем не уступает филе миньону, а по вкусовым качествам рибай стейку. Бразильцы очень внимательно выбирают пиканью, и это правда. Если вы купили огромную пиканью, которая весит более 1 килограмма 200 грамм, или 2,5 паундов, то, к сожалению, наверняка там не только тот кусок, который вам нужен, но а также часть сирлойна. Давайте вместе посмотрим, как же выбрать из этого куска настоящую часть пиканьи. Для этого нам нужно найти 3 главные вены. Посмотрите. В нашем мясе, вот она первая. Если немного поджать мясо, то появляется вот такой вот небольшой надрезик. Это и есть вена. Вот она первая. Пройдем дальше. Поднажмем, и вот вторая небольшая дырочка. Это вторая вена. Третья вена находится немного правее, под конец куска. В нашем случае она находится вот здесь. Все, что находится до третьей вены, это пиканья, а все, что находится после третьей вены, это уже совершенно другой и по вкусу, и по текстуре кусок. Его мы отрежем и используем в каком-нибудь другом обеде. Проделаем то же самое со вторым куском, а после этого немного очистим мясо. Самое главное – это не срезать жировую слойку. Она-то и даст в конце главный аромат этому куску. Вот она, та самая настоящая пиканья. Все срезано по правую сторону третьей вены. В нашем случае, в принципе, было немного мяса. Но, как я говорил заранее, если вы купили большой кусок, то у вас может быть намного больше. Также обчистили мясо со всех сторон. И оно готово к следующему этапу приготовления. Так как у нас 2 куска, то мы сделаем то же самое со вторым куском. Второй кусок также готов к приготовлению. Я думаю, что не секрет, что мы привыкли кушать мясо в виде шашлыка, нарезанного мелкими, средними или большими кусками, в зависимости от используемого нами мяса, замаринованного и приготовленного на мангале. Но бразильский секрет приготовления очень и очень прост. Ничего, совершенно ничего, кроме добавления крупной соли. Или во время самой прожарки, или мариновки. Но только в соли на ночь и в холодильнике. Никакой соли, перца, лука, газированной воды и других добавок. Но так как сегодня у нас Food Challenge, я хочу попробовать сделать это простым бразильским методом, а также нашим, замариновав мясо на 4 часа с луком, перцем и немного газированной водой.
Готовить мы будем на газовом гриле бразильскую версию, ну а на мангале нашу с вами замаринованную версию этого мяса. Начнем с нарезки на шашлык. Вот тут очень важный момент. Так как нарезать мы будем средними кусочками, резать мясо нам нужно будет сначала по волокнам. Волокна в данном куске мяса проходят и смотрят именно на меня. То есть резать мы будем вот так. Примерно вот такими пластами, размером где-то примерно в 2 пальца. Отлично. Как мясо нарезали, то уже сейчас, нарезая на более мелкие кусочки, мы это будем делать против волокон. То есть развернем примерно вот так, не срезая жировую корочку, нарезаем примерно вот на такие куски. Ну что ж, перейдем к мариновке мяса. Для этого мясо мы подвинем в сторонку. Для мариновки нам понадобится 2 луковицы. Также мы будем использовать соль, перец и грамм 150-200 газированной воды. Нарежем лук. Полукольцами. Лук готов. Возьмем небольшую миску. Положим в него лук. После того, как мы это сделали, надо будет хорошенько его выжать, чтобы он выпустил сок. Берем все, выжмем, хорошо выжмем лук. Отлично. Так, лук выжат. Возьмем щепоточку соли, лук, еще немного перемешаем. Отлично. Лук немного в сторону. На мясо мы добавим щепоточку соли. Еще одну. Немного перца. Перевернем наши кусочки. Сделаем то же самое с обратной стороны. Можно, конечно, делать это и в тазике. Мне просто нравится делать это на каждый кусочек отдельно. В принципе, от этого ничего не поменяется. Проделаем то же самое. Соли. 2 щепоточки сверху. Немного перца.
Возьмем мясо, добавим лук. Перемешаем. И ко всему этому добавим грамм 150-200 газированной воды. Еще раз перемешаем. Прекрасно. Мясо готово. Накроем и уберем в холодильник примерно часа на 4. Перейдем к нарезу мяса на стейки. Делать мы это будем по волокнам. А уже потом, когда мясо будет готово, у вас в тарелке, нарезайте его против волокон. Шириной примерно в 2 пальца. Вот он, первый стейк. Примерно так. У нас будет второй. Отлично. И сделаем еще один стейк. Вот они, наши 4 стейка. Ну вот и прошло более 3 часов. Начнем разжигать мангал, нанизим шашлык на шампура, разогреем гриль по максимуму, приступим к жарке. Если вы смотрели наше видео томагавк стейки, где мы детально обсудили виды прожарки, градусы и способ приготовления, то сегодня мы используем точно такую же medium прожарку приготовления стейка. Чтобы не повторяться, сбоку напишу температуру и виды прожарок и оставлю линк на томагавк стейк. Так что готовьте по той, которую вы и ваша семья предпочитают. Именно для нас это medium. Угли почти готовы. Начнем обжарку стейков на гриле на прямом огне по 2 минуты на каждой из сторон. А как обжарим, то переставим их на непрямой жар и займемся потом уже шашлыком. Куски у нас не очень толстые, поэтому все должно приготовиться довольно быстро. Как всегда, замерять будем термометром проводным, вот таким для гриля, и вот таким беспроводным для шашлыка. Приступим. Берем пока термометры в сторону, они нам не нужны. Откроем гриль. Уф, горячо. Возьмем стейки. Поставим их. Возьмем крупную соль и посыпем сверху. О, пошел запах мяса. Прекрасно. Давайте посмотрим поближе, как готовятся наши стейки. Ну что ж, перевернем, посмотрим, что у нас на другой стороне. Оф, как прекрасно наши стейки жарятся. Посмотрите на эти полосы. Посыпем солью и с этой стороны. Тщательно. Подождем еще 2 минутки. Потом, наверное, еще по секунд 30 с каждой из сторон. И уберем на непрямой жар. Прошло еще 2 минуты. Прекрасно. Давайте дадим еще буквально секунд 30, так как мы в конце посыпали солью. Еще буквально 30 секунд вот на этой сторонке.
И я думаю, что стейки готовы для того, чтобы мы их перебросили на непрямой жар, подсоединили к термометру, пока мы его приготовим. И после этого, пока будем ждать, чтобы приготовились наши стейки, мы перейдем к шашлыку. Итак, на прямой жар. Передвинем их направо, на эту сторону. Здесь у нас огня нету, то есть жар не прямой. Отлично. Найдем самый толстый из стейков. И именно в него мы подсоединим термометр. Давайте возьмем вот этот. Самый центр. Вот так. Оставим здесь. Закроем крышку. И будем ждать заветных 150 градусов или 66 по Цельсию. Снимать, как всегда, будем буквально за пару градусов до этой отметки. Угли готовы. Положим наш шашлык на мангал. А на гарнир у нас будут жареные на мангале ананасы, которые также очень-очень популярны в Латинской Америке. Невероятно вкусно. Запахи продолжаются со всех сторон. Здесь у нас вкус маринада, шашлыка, ананасов. С другой стороны на гриле жарится бразильская пиканья. Вкус Рио-де-Жанейро. Перевернем шашлык. Ох, посмотрите, как он взялся с одной стороны. Запечатали мясо. Соки все остались внутри. Переворачиваем на другую сторону. Перевернем наши ананасы, посмотрим, что получается. Уф, посмотрите, красота. Отлично. Почти готовы. Посмотрим, что по шашлыку. Вторая сторона также берется. Попробуем перевернуть на бока. Видно, что он еще не готов. Пусть продолжает жариться. Ну что ж, шашлык готов. Ананасы готовы. Стейки также только что приготовились. Снимаем все и пойдем пробовать. Ну что ж, прямо здесь, на нашем рабочем месте, между мангалом и грилем, давайте попробуем, что у нас получилось. А начнем мы с бразильской версии стейка и ананаса.
разрежем. Ух, прекрасно, вы только посмотрите. Медиум прожарка. Режем против волокон. Обязательно. Жирочек вот этот вот обязательно также нужно скушать. Как говорят бразильцы, вы должны и обязаны его съесть. И если вы его не съедите, то они на вас очень обидятся. Это на самом деле так и есть. Вот это да. Это невероятно вкусно. Я бы даже сказал, королева стейка победила короля. И мне даже кажется, что она вкуснее. Даже не могу представить, что будет, когда мы попробуем шашлык, который промариновался. Обалденный вкус ананаса, прожаренного на мангале. Класс. Ну что ж, а теперь перейдем к шашлыку. Попробуем, что у нас получилось там. К нему мы приготовили лук, который замаринован в уксусе с добавлением немного паприки. Ох, я уже чувствую, это тоже очень вкусно. Но так как у нас food challenge, нам будет надо узнать, что же все-таки вкуснее. Я даже не знаю, кто победит. Отрежем немного и жирка, и мяса. Возьмем лучка. Прямо вот так вот сверху. И попробуем. Невероятно. Вкусно. Просто обалденно. Если честно, не могу понять, что же вкуснее. Замаринованный шашлык или просто пожаренный стейк. Это совершенно разные вкусовые качества. Их просто невозможно даже передать. Я думаю, что никто здесь не победил. Это просто ничья. Хотелось бы, чтобы вы сами попробовали, сделали. И внизу в описании к этому видео все-таки написали, что вам понравится больше. Лично я определить не смог. Мне и это хорошо, и это хорошо. Так что давайте, дерзайте, пробуйте. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на Instagram, на Facebook страницы. Мы их оставим в описании к этому ролику. А уже в скором будущем у нас начнется розыгрыш призов. Для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, вам нужно будет обязательно подписаться на нас в социальных сетях. Ну а детали мы уже расскажем в нашем следующем видео. Приятного вам аппетита и до новых встреч! Пока-пока!